Приветствую вас на канале Техревизор. Какую же клавиатуру купить для гейминга до 5000 рублей в 2024 году? Довольно популярный запрос, на который и без того есть куча ответов в интернете, но и я добавлю свои 5 копеек, а точнее 5 моделей клавиатур, которые можно рассмотреть к покупке. Подобрал разные варианты под разные предпочтения, желания и требования, поэтому в рейтинге есть и механические, и мембранные клавиатуры, и на все 104 кнопки, и на 68, и с разным типом подключения, функционалом, комплектацией. В общем, бюджет хоть и не самый жирный, но пару интересных вариантов таки можно урвать. Чтобы узнать актуальную стоимость каждой модели, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы, а с вас лайк и подписка на канал. Ну что, поехали! Пятое место рейтинга занимает Asus TUF Gaming K1. Открывает рейтинг вот такая мембранка. Вообще не первый раз попадает в мой рейтинг среднебюджетных клавиатур. Все еще достойно. Большая полноразмерная клавиатура с нампадом на 104 клавиши. Есть даже 105-я. Это роллер для регулировки громкости. Кстати, довольно классная штуковина. Через комбинацию FN плюс F кому-то может быть не так удобно увеличивать или уменьшать громкость, особенно во время игры. Про остальные клавиши ничего интересного не расскажу. Обычная мембранка со всеми своими преимуществами в лице долгожительности и тишины работы. Сами кейкапы вполне себе ничего. Сделаны по технологии двойного литья, что не дает быстро стираться принту. Поэтому можно не бояться, что через пару месяцев от потных каток затрется какая-нибудь буква. А вот за пару лет, ну тут уж извините. Но не будем о грустном. Ярких эмоций прибавит подсветка. Есть приложение, в котором можно настроить цвета, переключать 4 эффекта. Светится ярко, но не то чтобы сильно равномерно по всем клавишам. Где-то наполовину, где-то и вовсе меньше. Но если вы сидите за креслом по-человечески, а не в какой-то странной позе, откинувшись подальше назад, то велика вероятность, что вы вообще ничего не заметите. Поэтому в серьезный недостаток я это записывать не буду. В остальном претензий ноль. Качество материала – стандартный пластик, ничего не скрипит, по столу не ездит, не прогибается, ощущается крепким. Есть даже эдакая подставка под запястье. В общем, для своего бюджета нет вопросов. Asus постарались как смогли. Четвертая строчка за еще одним бывалым участником – MSI Vigor JK30. Ну что поделать, если действительно классная клавиатура, которую просто нельзя не взять в среднебюджетный сегмент. Хотя клавиатурные гики наверняка уже ринулись писать в комментарии, как и что мне нужно делать. Но давайте посмотрим правде в глаза. Не всем эти лишние заморочки с кастомом клавы, доработкой шумоизоляции, пайкой свечей и смазкой стабилизаторов не нужны. Поэтому давайте просто насладимся MSI Vigor JK30, которую без проблем можно заказать и быстро поставить себе на стол. Интересен сам ее форм-фактор, полумеханический, то есть это уже и не мембранный отклик с коротким ходом, но и не полноценный механический. Сюда поставили специальные плунжерные переключатели Cherry MX Blue с мембранной вставкой. Это кликающие свечи с громким щелчком, как у печатной машинки того времени, которые вообще скорее всего предназначены для работы с текстом. Ну и в гейминге они хорошо себя показывают. В общем, главное, чтобы вы понимали, какого щелкающего тайпинга ожидать от клавиатуры. То есть совсем не мембранный тихий отклик. Поэтому учитывайте, если вы любите играть по ночам. Не всем живущим с вами людям может понравиться такой грохот. По размерам эта клава сильно меньше, чем прошлая Asus K1, хотя имеет те же 104 клавиши. Подставки под запястье нет, но опять же в угоду компактности. Так клавиатура сильно меньше занимает места на столе, а самому пластиковому корпусу предъявить нечего, вполне сбитый, плотный, не скрипит. Еще понравилась подсветка на 7 эффектов, тоже вполне себе новогодняя елка. В общем, не заскучайте. Третья строчка за Razer Ornata V3X. Это последняя мембранная клавиатура в этом рейтинге, ну и последняя полноразмерная на все 104 клавиши. Поэтому, если для вас в приоритете какой-то из этих параметров, можете уже принимать решение и останавливаться на определенной модели. Но досмотреть и познакомиться с последними участниками, конечно, тоже не будет лишним. Тем более, когда у одного есть один жирный козырь в рукаве. Но сейчас не об этом. Эта Razer Ornata подойдет ноутбучным геймерам, ну или просто тем, кто часто имеет дело с ноутбуками и уже привык к такой клаве.
Razer Ornata как раз имеет около подобного формата кейкапы, к которым не нужно привыкать. Короткий ход, тихое нажатие, четкий отклик без громкого клика. Мембрана, что тут сказать. С чем же сравнить ее тайпинг? Один из пользователей сравнил со щелчком открывания бардачка в Lexus. Многого не дает, но хотя бы приятно осознавать такую преемственность. Друзьям прям так и скажите. Хотя это Razer, подсветку не стали ограничивать одним зеленым цветом. Есть возможность настраивать все цвета RGB. Правда, регулировка у подсветки все равно не такая гибкая, как хотелось бы. Есть всего 4 эффекта, которые еще можно подкрутить в фирменном ПО. Но тем не менее, светится все равно разнообразно и даже равномерно. В этом плане все отлично. А вот чего я не понял, так это подставки под запястья. В комплекте идет упор, который вообще никак не крепится к клавиатуре. Ни магнитом, ни защелкой, ни липучкой. Хоть на жвачку лепи, честное слово. Ну а критичен для вас этот момент или жить можно, решайте сами. Второе место топа отдал клавиатуре, о которой, я уверен, мало кто слышал. Vortex K680. Но от этого она не становится менее привлекательной. Внешним видом, наоборот, даже напоминает всякие Akko, JMMK, KBD, Sido и прочие восхваленные бренды с топовыми девайсами стоимостью в пару десятков тысяч рублей. Благо наш вариант укладывается в адекватную цену, не требуя для покупки лишних денег, которые можно вложить в остальное и получить средненький, удовлетворяющий большинство пользователей сетап. Как видите, клавиатура маленькая на фоне 3 прошлых участников. У нее нет верхнего ряда эфок и нампада. В общей сумме можно тыкать на 68 клавиш и крутить один роллер, регулируя ту же громкость или подсветку. Какого-то жесткого дискомфорта в играх такая компактность не вызывает. Все-таки при необходимости все клавиши можно переназначить, забиндить, запрограммировать, называйте как угодно, и нормально играть, не зная проблем. В качестве переключателей здесь стоят TNT Yellow. Плавные, мягкие, тихие свечи для тактильного приятного гейминга, не требующие особых усилий для срабатывания. Что интересно, клавиатура поддерживает быструю замену переключателей. Hot Swap называется. То есть, если они вам наскучат, можно очень легко махнуть свечи, просто купив комплект, который понравится, и установить без перепайки. Вот так просто вынули старые и засунули новые. Подсветка у этой клавиатуры ничем особенным не выделилась, хотя, как сказать, тут поддерживается целых 30 режимов. Но вот тонкую настройку, например, того же свечения одной определенной клавиши, реализовать нельзя. Ну и первое место рейтинга я решил отдать Red Dragon Anubis. Да, Red Dragon занял первую строчку, обойдя топовых производителей по типу MCI, Asus и Razer. Вот такой вот коварный среднебюджетный сегмент. Но все-таки Red Dragon не стоит наравне с вышеперечисленными брендами, поэтому и денег за себя просит меньше. Между прочим, эта клавиатура самая бюджетная во всем рейтинге, а по своим параметрам ого-го! Я даже не думал, что получится встретить клавиатуру, которую можно подключить и по USB, и по Bluetooth, и по радиоканалу. Рассказывая обо всех прошлых моделях, я не упоминал о способе подключения. Очевидно, что коннектится по USB, а тут прям разгуляться можно. Правда, все же уточню, что для гейминга в беспроводном режиме желательно использовать подключение по радиоканалу, то есть через свисток. По Bluetooth все-таки есть задержка, с которой разве что текст можно набирать, но никак не играть. При этом клавиатура на 87 клавиш. Нет ничего лишнего. Компактные размеры, низкий профиль кейкапов, приятный тайпинг. Что еще нужно для гейминга с Тимой? Универсальные переключатели Outemu Brown с тактильным и тихим откликом. Не сильно их хвалят за качество, но зато по любому поводу вы можете легко заменить их по тому же принципу Hot Swap. Поэтому я бы особо не стал париться по поводу свечей. Тем более, если речь идет о какой-нибудь первой механике. А там уж хозяин-барин. Не нравится? Смотрите на прошлую Vortex K680. Red Dragon, кстати, тоже не особо и выделились в плане подсветки. Все по стандарту, без всяких наворотов. Но я думаю, всем понятно, что вообще не подсветка главный ее козырь. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.